friends, let's have fun together with the English subtitles on YouTube. Сегодня у нас прекрасная тема – крещендо и диминуэндо, то есть плавное увеличение и уменьшение громкости. Для того, чтобы как следует этим заняться, настройте свою левую антенну так, как это делается на вашей модели Terminvox. Я настрою свой T-Vox Tour при помощи этой кнопочки таким образом, чтобы самое высокое положение руки соответствовало самой громкой ноте. Вот мне удобно в той позе, в которой я стою, чтобы рука была на такой высоте в самой громкой точке. Ну-ка. Проверяем. И плавненько. Что ж, все работает хорошо. И я обещала фан. Сегодня у нас пьеса, я бы сказала, комическая. Она называется «Привет, привидение». И давайте-ка для начала посмотрим, как выглядит, на мой вкус, самый комический звук на Terminvox. Звук привидения. Что я делаю, чтобы такой звук сыграть? Я делаю правой рукой глиссандо к антенне и от антенны, но не просто так, а с крупным вибрато всей рукой. Не как мы изучали на прошлом занятии аккуратненькое, а прямо такое большое. И в это же самое время я делаю левой рукой крещендо и диминуэндо. Смотрите. Еще раз в темпе. И в любом регистре. И все время крещендо и диминуэндо. Этот клевый звук мы будем использовать в сегодняшней пьесе. А перед тем, как мы к ней перейдем, давайте немножко посмотрим упражнение, которое прилагается к этому, к 11-му уроку. L11-1 называется фонограмма, которую мы сейчас изучим. Настроечная нота. Мы будем играть хроматическую гамму, то есть гамму, состоящую из самых маленьких ходов по ступеням хроматического звукоряда. Каждая нота у нас начинается потихонечку, постепенно увеличивается громкость и постепенно уменьшается. Очень плавно. Если уже хорошо освоились с левой рукой, добавьте вибрато. А левая продолжает. Давайте поменяем характер вибрато. Готовимся играть про привидение. Ну и так далее. Если вы хотите
поподробнее изучить мелодию пьесы Hello Ghost, то найдите на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская в нашем двойном альбоме Theremin 101 во второй части, 11-й урок. Фонограмма, которая так и называется Hello Ghost, только мелодия. И там вы сможете пройти все нотки этой мелодии, все хорошенечко запомнить в медленном темпе. Сейчас мы этим треком, этой фонограммой пользоваться не будем. Я просто покажу фразу, из которой фактически состоит вся пьеса на разной высоте. Движения все одинаковые. Вот основная фигура этой пьесы. Работают обе руки. Правая начинает, как мы изучали в упражнении, двигаться по хроматической гамме. При этом я предлагаю вам уже сразу ее играть с вибрато. Если пока вибрато не очень получается, играйте без, потом переходите к игре вместе с вибрато. А левая будет на этой фигуре делать сначала медленное крещендо, а потом не очень медленное диминуэндо. Скомбинируем это все. Еще раз. От другой ноты. А движения все те же самые. В середине фигуры у нас повторяется нотка, поэтому я левой рукой коротко звук прерываю и играю диминуэндо опять от верхней точки. И возвращение на исходную высоту этой фигуры. Вот из этой фигуры, из разных ее повторений состоит вся эта пьеса. И в конце еще небольшая кода вы услышите вместе с полной фонограммой, с которой мы сейчас ее и поиграем вместе с вами. Та же самая настроечная нота. Вступление очень страшное. И даже еще страшнее. Четыре такта. Поехали. Еще раз эта фигура. Главное крещендо и диминуэндо делает левая рука. А правая рука играет нашу фигуру со страшным вибрато. Проигрыш, во время которого вы можете пошалить. Но надо подготовиться. Повторяется 2 раза от основной ноты. Один раз от другой. И снова от основной. Все внутри одной позиции.
играю на октаву выше. А материал тот же самый. Внутри одной позиции правой руки. И небольшое заключение кода. Мне кажется, это комическая пьеса. И это совершенно нормально в концертной программе иметь и лирические произведения, и трагические, и комические. Напоминаю вам, что все минусовки, которыми вы можете пользоваться в нашем курсе Theremin 101, ждут вас на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская. И нам с вами в этом курсе остается только самый последний урок, который будет особенный. На нем мы посмотрим, как можно всеми нашими упражнениями и нашими фонограммами, минусовками для концертной игры пользоваться еще лучше. Как вы можете к ним вернуться на новом уровне после всех уроков, которые мы прошли один за другим, и извлечь из этого курса самый максимум для себя пользы и удовольствия. Что ж, до скорых встреч!